Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня у нас вторая Настина рука, тоже с цветочками, выполнена совершенно в другой технике. И дизайн тоже получился из разряда простых, но китайская роспись не так уж и скоростна. Покрываем ноготочки. В данном случае мы с Настей решили совместить такие себе классические цвета, как серый с розовым. То есть у нас какие-то ноготочки перекрыты серым цветом. Потом мы решили добавить еще и блестюшки на пару ноготков, для того, чтобы это все засияло, заблестело. Ну, собственно говоря, самое основное, это, конечно, розово-серое сочетание. На том ноготочке, на котором планируем рисовать в дальнейшем цветочки, сразу же делаем по мокрому такую себе растушевку. Именно эта растушевка станет у нас задним планом. Она превратится у нас в тенежку под цветами и углубит наш дизайн. Кстати, если кто-то захочет подсказать мне в комментариях, что у меня затек на этом пальце гель-лак, то я, конечно же, совершенно буду не против, но я это видела. И мы этот затек убрали уже после того, как все сделали, перед тем, как отпустить клиента домой. Ноготочки под дизайн перекрываем матовым топом, потому что рисовать китайку по матовому топу намного удобнее, чем по глянцу. Вот мы добрались до самого интересного, начинаем рисовать дизайн. Сначала мы раскидываем веточки, на которых будут располагаться наши цветы. Веточки могут располагаться совершенно в любом порядке, в данном случае мы выбрали диагональную композицию. А вот, наконец-то-таки мы добрались до розового цвета. Смотрите, девчонки, китайская роспись рисуется через просушки. Каждый слой нам нужно подхватить, чтобы его не размазать наслоением следующих лепестков. Вот именно поэтому этот вид росписи довольно-таки долг по времени, потому что добавляется очень-очень много именно элементов просушки. А когда вы делаете это на одной ручке, то, соответственно, вы не работаете в это время со второй рукой, вы просто сидите и ждете, когда у вас просохнет рука, которая находится в лампе. Соответственно, время очень сильно увеличивается. Если бы я работала на двух руках с одним и тем же дизайном, то скорость общая работы на двух руках не настолько бы отличалась от классического дизайна. Ну а мы тем временем вырисовываем цветочки. Я совершенно не ускоряла этот кусок видео для того, чтобы вы могли рассмотреть буквально-таки каждое движение кисточки. Где кисточка у нас ложится на ноготочек, где я ее немножечко приподнимаю, где я на нее нажимаю, как я ее поворачиваю, все это можно рассмотреть в этом уроке. Добавляем нашим цветочкам зелени, вырисовываем такие себе листики, не листики, привязываем их к веточкам.
Ну а теперь начинается мое восприятие китайки. Девочки, я не люблю чистую китайскую роспись. Я не понимаю просто роспись плоской кистью. Я люблю китайку прорисованную, поэтому всегда я беру тонкую кисточку и тонкой кисточкой довожу какие-то акценты. В данном случае я углубила серединку своих цветочков, нарисовала цветочком пестики, расставила им тычинки и по краюшкам лепестков пробежалась белой красочкой для того, чтобы показать самые острые грани моих лепесточков.
Вот, собственно говоря, и все, наш дизайн готов. На самом деле не так уж и долго у нас получилось. Создание данного дизайна на одном ноготочке заняло у нас 15 минут, но опять же напоминаю, из-за того, что у нас было очень много времени потеряно на промежуточной просушке. Ну а я надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы с вами увидимся в следующих уроках. Всем до новых встреч, пока-пока!